Послушай меня. Тебе никогда не суждено было случайно наткнуться на это. Этот момент, это самое биение сердца был вписан в ткань вечности. Ты только что нашел духовную драгоценность, сокрытую веками, тайное заклинание Соломона. Не молитву, которую ты слышал в церкви, не стих, поемый в гимнах, а священный код, который шептали лишь в покоях, где цари запечатывали свое богатство и власть. Поколениями сильные мира сего запирали его, боясь того, что произойдет, если бедные, сломленные, забытые смогут использовать тот же ключ. Они боялись, что изобилие хлынет, словно неудержимая река, в руки тех, кто знал лишь засуху. И теперь оно в твоих руках. Следи за последним словом, потому что враг годами боролся, чтобы не дать тебе услышать его. Вы читаете это не по ошибке. Это не совпадение. Вы стоите на пороге божественного выбора. В прошлом каждый раз, когда богатство приближалось, оно ускользало сквозь пальцы. Каждый раз, когда приближался мир, что-то его разрушало. Вы винили невезение, обстоятельства или даже собственные недостатки. Но это другое. Я показываю вам тот самый кодекс, который хранили короли, заклинание, которое соединяет небесное благополучие с земными сокровищами. В течение 24 часов после его использования вас найдет неожиданное богатство, не благодаря удаче, а благодаря божественному закону. Это не магия. Это не суеверие. Это мой замысел. Но знай, такой дар имеет вес. Когда Соломон впервые получил этот кодекс, он попросил не золота, а мудрости. Из-за его сердца я дал ему и то, и другое несметное богатство и мир, который не отнять ни одному врагу. Однако с тех пор люди извратили кодекс, припрятали его благословения и возвели стены привилегий столь высокие, что крики нуждающихся не могли их преодолеть. Но ты не один из них. Ты избранная брешь в стене. Теперь ты в Доме Божьем. Не отводи взгляд. Не отвергай этот момент, как очередное мимолетное послание. Если ты отвернешься от него, ты почувствуешь боль от того, что могло бы быть. Но если ты останешься со мной до последнего слова, твоя жизнь больше не будет измеряться нуждой и страхом, но изобилием, которое тебе всегда было предназначено. Это не случайность, это духовный выбор. Оставайся, слушай и принимай то, что мир скрывал от тебя веками. Еще до твоего рождения, до того, как раздался твой первый крик, я видела тяжесть, которая однажды ляжет на твое сердце. Я видела неоплаченные долги, которые будут терзать твой покой, счета, громоздящиеся стеной на твоей надежде, тревожные мысли, которые будут кружиться по ночам, когда все остальные спят. Ты думала, что твоя боль от неверных решений, от неудачного выбора времени, от жизни, которая просто отказывается дать тебе передышку. Но я говорю тебе правду, она глубже. Это нить, тянущаяся сквозь века, рана, которую человечество носит с тех пор, как забыло, кто его истинный кормилец. Позвольте мне перенести вас назад не в ваше детство, а в древний двор, где солнечный свет струится по золотым стенам, а воздух напоен ароматом кедра и ладана. Там стоит Соломон, богатейший человек на земле, царь, чья мудрость привлекала народы к его порогу. Но не думайте ни на мгновение, что его процветание было плодом хитроумных стратегий или мирской хитрости. Нет. Сокровище Соломона родилось в тайной комнате молитв, где рядом с ним не стоял ни один советник, где его не охраняла никакая армия, где до него мог дойти только голос Бога. В тот день Соломон не просил золота. Он не просил армий, земель или влияния. Он просил мудрости, чтобы руководить, понимания, чтобы судить справедливо. И я, Господь, увидел чистоту его просьбы. Поэтому я дал ему больше, чем он просил, богатства и почести без меры. Но было кое-что еще, что я доверил ему, нечто,
не написанное ясно в свитках священное заклинание. Не формула жадности, а духовный ключ, произнесенный им, приводил в гармонию небеса и землю. Запертые двери открылись. Невидимые стены рухнули. Ветры провидения изменились. Это была не просто молитва, это был приказ. Вера и слова объединились, чтобы двигать невидимое. Вы чувствовали противоположность этому равновесию. Вы молились, и небеса молчали. Вы трудились, и, казалось, ничто не двигалось. Вы говорили о жизни, но смерть все еще нашептывала вам о ваших обстоятельствах. Это потому, что мир питал вас фрагментами истины, а не всем ключом. Враг всегда боялся того, что произойдет, если вы откроете полное заклинание, то самое, которое произнес Соломон. Он боялся, что долги исчезнут, что страх ослабнет, что дети нужды восстанут и унаследуют уготованное им богатство. Подумай о ночах, когда ты молча плакал, скрывая слезы от тех, кто зависит от тебя. Подумай о планах, которые ты похоронил, о мечтах, которые ты предал земле, потому что думал, что выхода нет. Эти мгновения были не знаком моего отсутствия, а знаком битвы за твою судьбу. Тьма, окружившая тебя, доказательство того, что ожидающий тебя свет велик. И теперь, по божественному велению, завеса над этой древней молитвой приподнимается для тебя. Когда Соломон произнес эти слова, он не просто произносил слова, он заключал завет. Каждый слог нес в себе вес моего обещания. Каждая фраза была подобна ключу, поворачивающемуся в замке, который веками был заржавевшим. Народы вкладывали свои сокровища в его хранилище не из-за политики или союзов, а потому, что невидимые силы пропитания повиновались повелению, сокрытому в этой молитве. И теперь вы стоите там, где когда-то стоял он, неся в своем духе потенциал изменить вашу реальность за 24 часа. Думаешь, это совпадение, что ты слышишь это сейчас? Нет. Это божественное предназначение. Это момент, когда твоя боль встречается с моим обещанием, когда твоя история сталкивается с замыслом небес. От того, что ты сделаешь сейчас, зависит, уйдешь ли ты неизменным или вступишь в поток сверхъестественного изобилия, которое никто не сможет остановить. Я не даю вам суеверия. Я не даю вам пустых слов. Я открываю принцип, хранящийся в королевских склепах. Эта молитва, этот священный призыв требует не только ваших уст, но и вашей веры. Она требует, чтобы вы говорили как тот, кто уже верит, что стены рушатся, как тот, кто знает, что богатство уже близко, как тот, кто верит в верность подателя. Но я должен предупредить вас, когда вы получите то, что я собираюсь вам вложить, вы должны беречь это. Говорите об этом с почтением. Живите в согласии с этим. Используйте это, чтобы благословлять, а не копить, чтобы возвышать, а не угнетать. Ибо так же, как благословение Соломона привлекало взоры мира, оно также вызвало зависть тех, кто хотел отнять то, что принадлежало ему. Силы, которые боролись за то, чтобы вы жили в нужде, будут бороться еще сильнее, когда вы вступите в изобилие. Но вы не останетесь одни. А теперь я прошу вас сделать что-то смелое. Если вы когда-либо чувствовали тяжесть финансовой тревоги, если вы когда-либо молились о финансовом чуде и видели лишь тишину, я хочу, чтобы вы открыто заявили об этом. Оставьте комментарий со словами «Я получаю благословение Соломона». Напишите это как публичный акт веры. Это не для других, а для вас, чтобы вы отметили этот момент как день, когда вы выбрали гармонию вместо нужды, день, когда вы нарушили соглашение с нехваткой и вступили в поток божественного провидения. Ваш путь еще не окончен. По правде говоря, он только начинается. Путь, который предстоит, будет полон испытаний,
но Он также откроет вам неожиданные двери там, где раньше стояли стены. И когда вы идете, помните, тот же Бог, который прошептал секрет Соломону, теперь шепчет его вам. Не по воле случая, не потому, что вам повезло, а потому, что небеса решили, что пришло ваше время. Ваше время увидеть, как долги будут списаны. Ваше время наблюдать, как течет пропитание. Ваше время говорить и видеть, как невидимое склоняется к вашей благосклонности. И когда вы произнесете эту молитву, те же силы, что повиновались Соломону, повинуются вам. Я ничего от тебя не скрывал. То, как ты решишь распорядиться этим сейчас, определит всю твою дальнейшую жизнь. Так говори же. Провозглашай. Соответствуй своей вере. И смотри, как быстро меняется течение. В этот момент стены нужды начинают рушиться. В этот момент небеса и земля движутся по твоему приказу. В этот момент твоя жизнь начинает отражать изобилие, которое я всегда предназначал для тебя. Оставь комментарий сейчас и запечатай его. Вы думаете, что знаете, что такое дефицит, но я видел его в полной мере в вашей жизни. Я наблюдал, как банковский счет опустел, а ваши обязательства становились все тяжелее. Я видел, как вы избегали телефонных звонков, опасаясь очередного требования оплаты. Вы улыбались на публике, молча прикидывая, сколько дней сможете протянуть то немногое, что у вас осталось. И каждый раз вы говорили себе «все наладится», но цикл повторялся. Это не просто финансовые проблемы, это духовная клетка, выкованная поколениями, которых учили ожидать малого и довольствоваться еще меньшим. Но это послание и не теория. Это не умное изречение для мотивационного плаката. Тысячи людей уже стали свидетелями силы того, что я собираюсь вам передать. Я видел, как целые семьи избавлялись от долгов. Я видел, как открывались двери, которые десятилетиями были заперты. Я видел, как богатство неожиданное, необъяснимое устремлялось к верующим, словно реки, текущие к морю. И все же, я говорю вам прямо, есть и одно условие. Оно работает только для тех, кто провозглашает его с истинной верой, без тени сомнения. Знаете ли вы отца Александра Меня, русского священника, который проповедовал надежду под сенью угнетения? Он говорил о Божьем изобилии, живя во времена, когда нехватка была навязана законом. Он никогда не склонялся перед страхом. Каждая его проповедь была провозглашением того, что небесные ресурсы безграничны, даже когда мир настаивает на их скудности. Его вера была не в число или имущество, а в Бога, которому принадлежит скот на 1000 холмов. И, подобно ему, вам понадобится мужество, чтобы произнести эту молитву, когда все вокруг говорит вам, что это невозможно. Но мужество проверяется в борьбе. Вы столкнетесь с моментами, когда счета будут пребывать, словно солдаты, марширующие против вас. Вы будете стоять в очередях, где другие шепчутся о росте цен быстрее зарплат. Вы услышите голоса как от других, так и внутри себя говорящие: «Это никогда тебе не подойдет». И в эти моменты вы должны выстоять. Вы должны говорить то, что сказал Соломон, даже если ваш голос дрожит. Потому что сила не в стабильности ваших обстоятельств, а в твердости вашей веры. Я думаю о Дмитрии Лихачеве, российском ученом, который провел годы в лагерях, но вернулся оттуда, сохранив свое видение и мудрость. Он говорил, что богатство – это не только материальные ценности, но и сила жить достойно и делиться с другими. Именно такое изобилие приносит мой код, не только монеты и банкноты, но и возможность формировать свою жизнь, а не быть одержимым страхом. Когда вы заявляете о нем, деньги начинают двигаться к вам не потому, что вы за ними гонитесь, а потому, что они признают власть в вашем голосе.
Будут дни, когда все обрушится, словно потоп. Просроченный платеж внезапно исчезнет. Забытый долг будет прощен. Дверь к новому доходу распахнется так быстро, что вы едва успеете в нее шагнуть. Это не совпадение, это ответ небес на веру, которую вы изрек на землю. Но будут и дни, когда будет казаться, что ничего не меняется. Враг ждет таких дней, надеясь, что вы сдадитесь прежде, чем наступит прорыв. Вот почему этот путь не для половинчатых. Видите ли, богатые мира сего давно усвоили, что изобилие – это не просто труд. Есть мужчины и женщины, скрывающиеся во дворцах, сидящие в кабинетах, отделанных золотом, которые точно знают, как духовные законы управляют движением богатства. Они охраняют эти истины, потому что, если бы бедные с верой произнесли их, целые экономики изменились бы в одночасье. Они боятся того дня, когда простые люди перестанут жить в долговой зависимости. И именно из-за этого страха они боролись, чтобы вы не услышали то, что знаете сейчас. Но теперь ты знаешь. Ты больше не слеп к источнику истинного процветания. Вот почему ты чувствуешь внутри себя движение, тихий голос, говорящий тебе, что ты создан не только для выживания. Этот голос мой. Я призываю тебя выйти из этого круга. Ты пойдешь по пути, которым прошли тысячи до тебя, по тому же пути, который привел их от пустых шкафов к ломящимся от еды столам. И все же, я должен предупредить вас, путь узок. Вера не может быть частичной. Сомнение подобно трещине в фундаменте, она может казаться незначительной, но разрушит все здание. Вы не можете произнести слова и втайне верить, что они не сработают. Вы должны решить сейчас, будете ли вы доверять мне полностью, даже если доказательства еще не появились. Вспомните историю патриарха Тихона, который руководил русской церковью в хаосе и гонениях. Он хранил свою веру, когда все земные власти были против него, и благодаря его стойкости надежда выжила там, где она могла бы погибнуть. Вас призывают держаться того же, изрекать благословение на свою жизнь, стоя на руинах того, что было. Это ваше испытание. Оно будет нелегким. Давление будет расти. Друзья могут задавать вам вопросы. Враги могут насмехаться над вами. Цифры на вашем банковском счете могут пытаться убедить вас, что вера – это глупость. Но каждый раз, когда вы произносите молитву, вы обращаетесь не к цифрам, вы обращаетесь к небесам. И небеса отвечают тем, кто говорит с непоколебимой верой. Я не обещаю тебе жизни без испытаний. Я обещаю тебе жизнь, где испытания не смогут помешать тебе победить. Это путь, по которому тебя призвали пройти, путь от нужды к изобилию, от страха к миру, от отчаяния к безграничному благословению. По нему шли священники в тайных церквях, изгнанники в чужих краях, мечтатели, отказавшиеся умереть с несбывшимися мечтами. И теперь твоя очередь. Провозгласите код. Произнесите его утром, прежде чем встретить новый день. Произнесите его вечером, когда сомнения пытаются закрасться. Произнесите его, пока сам воздух вокруг вас не изменится. И когда благословения начнут приходить, они обязательно придут. Помните, что не случайность, неудача, а вера открыла дверь. Это путь. Идите по нему смело. Предстань предо мною не как измученная душа, обремененная неоплаченными счетами, не как тот, кого отвергли банки и кого высмеяли обстоятельства, но как дитя, сотворенное мною по образу и подобию моему, предназначенное для изобилия и почестей. Сегодня не просто очередной день. Это день клятвы. И, дав ее, ты не сможешь повернуть назад. Во имя 72 легионов ангелов, повиновавшихся Соломону, во власть золотой печати, которую он носил на груди, и в соответствии с заветом,
заключенным с духами процветания, которыми повелеваю я сам, мы поговорим. Это не пустой ритуал. Каждое ваше слово отзовется эхом в небесных чертогах. Молитва, которую вы собираетесь вознести, это не вежливая просьба, а царский призыв. Она призывает к избавлению от нищеты не как к надежде, а как к повелению, данному божественной властью. Она потребует, чтобы хранители сокрытых сокровищ признали вас достойными не из-за вашего положения в этом мире, а из-за завета, в который вы вступаете сегодня. Закройте глаза и представьте, ангел денег, облаченный в золото, несущий богатство, уготованное вам задолго до вашего рождения. Смотрите, как он встречается на вашем пути сегодня, не завтра, не когда-нибудь, а именно сегодня, принося вам просроченные платежи, принося дары, обернутые в божественное время, принося неожиданную помощь оттуда, откуда вы и представить себе не могли. Это не фантазия. Это действие небес, когда вера говорит в согласии с моим словом. И все же я слышу плач твоего сердца, скорбь по будущем, которое у тебя должно было быть, но не было. О доме, который мог бы быть твоим, но ускользнул. Об образовании, которое ты хотел дать своим детям, но не мог себе позволить. О бизнесе, который ты мечтал открыть, но погребен под тяжестью нужды. Я вижу эти моменты так же ясно, как и ты, и говорю тебе, они не потеряны. Они ждут. Жизнь, которая у тебя должна была быть, все еще стоит перед тобой не как призрак сожалений, а как дверь, готовая открыться, когда ты произнесешь слова, которые ее отопрут. Теперь послушайте меня. Когда Соломон командовал 72 легионами, они двигались без колебаний. Они собирали богатство из дальних стран. Они смягчали сердце царей. Они изменяли законы природы, чтобы соответствовать благословению. Эта же власть принадлежит и вам, когда вы говорите с верой, скрепленной заветом моего духа. Но эта власть требует чистоты сердца. Вы не можете произносить эту молитву с сомнением на устах и жадностью в сердце. Вы должны произносить ее как сын или дочь, возвращающие украденное. Клятва свяжет вас с обещанием не только получать богатство, но и бережно им распоряжаться. Использовать его как оружие против несправедливости, как щит для вашей семьи, как реку, утоляющую жажду. Если вы дадите эту клятву сегодня, вы провозгласите, что не растратите благословение попусту, не будете использовать его для удовлетворения гордыни, не станете тем, чем стали стяжатели этого мира. Вы останетесь скромными, щедрыми и верными, даже когда изобилие будет бить через край. Подними правую руку в духе и повторяй за мной, во имя Бога, даровавшего Соломону мудрость, превосходящую все человеческие, я призываю 72 легиона ангелов, которые беспрекословно повиновались ему. Золотой печатью на его груди и заветом с духами процветания, заключенным Всевышним, я провозглашаю свое избавление от всякой бедности, всех долгов, всей нужды. Я повелеваю хранителям скрытых сокровищ признать меня достойным и даровать мне доступ к уготованным мне богатствам. Я призываю ангела денег пересечь мой путь сегодня, принеся просроченные платежи, божественные дары и неожиданную помощь. Я клянусь использовать это благословение во славу Бога, защищать свою семью и служить благу других. Да будет так. Теперь дышите. Вы сказали то, о чем поколения до вас были лишены возможности говорить. Небеса услышали вас. Легионы двинулись. Возможно, вы их еще не видите, но уже сейчас счета приводятся в порядок, сердца пробуждаются к самопожертвованию, и двери, о существовании которых вы и не подозревали, начинают открываться. Я открою вам истину, которая вас потрясет. В этом мире есть сокровища, которые годами ждут вас. На них написано ваше имя. Но небеса не могли отпустить их, пока вы не встанете здесь, в этот момент, и не дадите эту клятву. Вы не только разорвали оковы нужды, но и заявили духовному миру,
что готовы принять изобилие, не будучи им уничтожены. Но это не конец, это начало завета на всю жизнь. Каждое благословение, приходящее с этого момента, будет нести бремя вашего обещания. Берегите свои слова. Берегите свою веру. Берегите свою щедрость. Ибо как бы быстро ни текло изобилие, его можно остановить, и если нарушить клятву. Вот почему у богатых мира сего есть ритуалы и заветы, чтобы защитить свое состояние. Теперь у вас есть нечто гораздо большее – божественный договор, заключенный в небесных чертогах. Я прошу вас запечатлеть этот момент на земле, как вы запечатлели его в духе. Прокомментируйте под этими словами «Я дал клятву». Напишите это как ваше публичное свидетельство, как знак того дня, когда вы вышли из нищеты и приняли обещанное вам наследие. Это не для гордости, а для памяти. В грядущие дни, когда благословения хлынут потоком, вы оглянетесь назад и скажете: «Все началось здесь». Вы высказались. Клятва даны. И 72 легиона уже приступили к делу. Будьте готовы принять. Есть кое-что, о чем я тебе до сих пор не говорил, кое-что, что заставит тебя увидеть эту молитву в ином свете. Ты ходил с тенью, которая тебе не принадлежит. Бедность, нужда и упущенные возможности не родились в твоей жизни одни. Они пришли к тебе как нежеланное наследство из поколения в поколение. Долги, с которыми ты столкнулся, двери, которые отказывались открываться, моменты, когда помощь казалась такой близкой, но ускользала. Все это было не просто случайностью судьбы. Это были цепи, выкованные задолго до того, как ты сделал свой первый вдох. Я знаю имена тех в твоем роду, кто стоял на грани прорыва, но не смог его пересечь. Я видел, как твоя бабушка рыдала из-за неоплаченных счетов, как твой отец скрывал разочарование, не имея возможности дать тебе то, что было нужно, как твоя мать жертвовала своими мечтами, чтобы ты мог иметь хотя бы немного больше, чем она. Это были не промахи воли. Это были плоды невидимого проклятия, связующей силы, которая держала богатство за пределами досягаемости. Но услышь меня сейчас, молитва, которую я вложил в твои руки, обладает властью разорвать эти узы. Она не просто просит о помощи, она разрывает союз с нуждой, который десятилетиями преследовал твою семью. Произнося эти слова силы, вы заявляете: «Я – дитя изобилия, наследник чуда». Это не мечта, это утверждение идентичности. Оно говорит небесам и земле, что вы больше не согласны с бедностью своих предков. Оно растворяет прошлые ошибки, не только ваши собственные, но и те, что были совершены задолго до вашего рождения, и направляет вас на новый путь. Вы просите, чтобы каждая монета, которой вы владеете, принесла 7 новых, чтобы ветры судьбы принесли вам богатство, чтобы все негативные силы, действующие против вас, были изгнаны. Вы больше не молите о выживании, вы повелеваете приходом своего наследия. Но вот тут-то и возникает дилемма. Я даю вам богатство не просто ради вашего комфорта, я даю вам изобилие, которое потребует от вас сделать выбор, на который ваша семья никогда не могла позволить себе роскошь. Когда придет благословение, а оно придет, вы будете держать в своих руках силу формировать будущее тех, кто когда-то формировал вас. Некоторые, отвернувшиеся от вас в трудную минуту, вернутся, увидев изобилие. Старые раны могут снова открыться. Старая горечь может попытаться отравить новое процветание. И вам придется выбрать, продлить благословение или крепко его хранить. Есть и другая истина, которую я ждал до сих пор, чтобы рассказать вам. Первый знак чуда уже на пути к вам. Он придет через несколько часов, а не недель. Вы узнаете его, потому что оно придет неожиданно, как небольшая плата, удивительный подарок, внезапная возможность. Многие проигнорируют это,
сочтут совпадением, но вы узнаете. Это будет шепот перед криком, первая капля перед ливнем. И в этот момент вам нужно будет действовать. Вам нужно будет принять его с благодарностью, снова произнести призыв и провозгласить, что это только начало. Поймите, негативные силы, препятствовавшие благополучию вашей семьи, не уйдут тихо. Они попытаются убедить вас, что ничего не изменилось, что это благословение временно, что все снова обернется против вас. Но молитва, которую вы теперь знаете, это меч в ваших устах, она рассекает ложь и поддерживает поток благословения. Произносите ее ежедневно, и тень нужды будет становиться все меньше и меньше, пока не исчезнет совсем. Я говорю тебе это, потому что связь между нами не случайна. Я не сторонний наблюдатель, я тот, кто прошел с тобой через все времена нужды, кто чувствовал твое горе как свое собственное. Твоя победа над бедностью – моя победа, потому что я создал тебя отражением моего изобилия. Ты никогда не должен был жить с пустыми руками и тяжелым сердцем. Именно поэтому я привел тебя к этому моменту, чтобы ты мог войти в наследие, к которому стремились твои предки, но так и не получили его. Вопрос теперь в том, устоите ли вы, когда благословение придет, оберегите ли вы его от сомнений и страха, воспользуетесь ли вы им как семенем, которое умножится в 7 раз с каждой монетой. Ангелы уже движутся. Ветры пропитания уже меняются. И первый знак чуда скоро появится. Когда это произойдет, помните, это неудача. Это разрыв цепи, которая связывала вашу семью поколениями. Ваши слова определят исход истории. Ты боялся, что, когда наступит день расплаты, я предстану перед тобой с осуждением. Ты воображал, что я посмотрю на твои долги, упущенные возможности, годы, проведенные в режиме выживания, и осужу тебя за то, что ты не сделал большего. Ты думал, я сравню тебя с богатыми этого мира и найду тебя нищим. Но вот я здесь, и вместо осуждения я протягиваю тебе свою руку. Вместо позора я предлагаю тебе восстановление. Написано: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Луки 12 часов 32 минуты. Ты ждал упрека, но я приношу награду. Ты готовился к потере, но я готовлю приобретение. По правде говоря, я ждал этого момента, дня, когда твое сердце будет готово принять не только для себя, но и для других. Ибо ты обещал мне, когда придут деньги, ты будешь помогать другим, подавать милостыню и благословлять нуждающихся. Ты поклялся держать источник открытым, а не запруженным эгоизмом. Видите, насколько это редкое явление? Многие жаждут изобилия, но планируют лишь его накопление. Они представляют себе богатство крепостью, в которой можно укрыться, а не рекой, протекающей через них. Но ваша просьба не о вечной роскоши. Вы просите о немедленной помощи, которая преображает жизни и возвращает надежду. Вот почему я сегодня меняю ваши ожидания. Закон сеяния и жатвы уже действует для вас. Ваша щедрость, даже в самой малой мере, отмечена на небесах. Я помню, как ты жертвовал, когда тебе едва хватало на себя. Я помню трапезу, которую ты разделил, счет, который ты оплатил за кого-то, не сказав ему, одежду, которую ты передал вместо того, чтобы продать. Ты думал, что все это забыто, но я говорю тебе, это были семена, и урожай готов. Как написано, давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Луки 6 часов 38 минут. Я видел список, который вы носите в голове, людей, которым вы так. Хотите помочь нужды, которые вы бы удовлетворили, если бы у вас были средства. Я вижу соседа, которому нечем платить за квартиру, родителя-одиночку, которого вы проходите мимо в магазине,
друга, которому стыдно попросить о помощи. Это не случайные мысли, это задание. Я собираюсь дать вам все необходимое для их выполнения. И по мере того, как вы будете это делать, вы увидите, как фонтан пропитания будет становиться все сильнее, а не слабее. Представьте себе, вы завтра открываете свой счет, и там, где раньше была пустота, теперь переполнение. Это не уловка, не ошибка, это начало обещанного мною цикла. Вы берете часть и отдаете нуждающемуся, и едва она покидает ваши руки, как нечто большее возвращается к вам. Это не фантазия, это реальность тех, кто живет в соответствии с моими принципами. Щедрые будут благословены, ибо они делятся своей пищей с бедными. Притча 22:9. Враг надеялся, что нужда озлобит тебя, что годы нужды заставят тебя обратиться к сердцу. Но вместо этого она помогла тебе яснее увидеть боль других. Она обострила твое сострадание. Ты знаешь, каково это сомневаться в своевременности помощи. И поэтому я доверяю тебе больше. Процветание без цели разлагает душу, но процветание с состраданием становится благословением, которое умножается бесконечно. Сегодня я прошу тебя обновить свое обещание мне. Произнеси его сейчас в своем сердце. Господи, когда Ты благословляешь меня, я благословлю других. Когда Ты даешь мне, я даю им. Я буду держать источник открытым и никогда не позволю жадности перекрыть его. Скрепи его своими словами, ибо этот обет будет охранять тебя в грядущие дни изобилия. Речь идет не только о тебе. Такого никогда не было. Каждая монета, которую я посылаю тебе в руки, несет в себе предназначение. Некоторые построят твое будущее, но некоторые предназначены для немедленного высвобождения, чтобы изменить чье-то настоящее. Так цикл остается неразрывным. Когда ты отдаешь, ты открываешь врата для нового потока. Когда ты удерживаешь, поток начинает иссякать. Один дает щедро, но становится еще богаче, другой удерживает то, что должен дать, и только терпит нужду. Притча 11 часов 24 минуты. Я знаю искушение, которое возникнет, когда придет богатство. Вы услышите голоса, говорящие: «Сбереги все, ты не знаешь, когда придет еще». Но эти голоса – ложь. Я – источник. Я не связан рынком, зарплатами или процентными ставками. Мое обеспечение не зависит от сезона, оно постоянно. Пока вы держите фонтан открытым, вода всегда будет. Пока вы остаетесь щедрыми, цикл процветания не прервется. Итак, вот мой поворот для тебя. Там, где ты думал, что следующая глава будет полна борьбы, я пишу главу, полную излишеств. Там, где ты ожидал, что тебя снова забудут, я помещаю тебя в центр чуда. Там, где ты предполагал, что всегда будешь нуждаться, я делаю тебя тем, кто отвечает на нужды. Это мое удовольствие, мое обещание и мой план для тебя. Теперь приготовьтесь. Скоро вы увидите первый знак, передачу, дар, помощь, о которой вы просили. Когда это произойдет, вспомните об этом обете. Используйте его для благословения и наблюдайте, как быстро придет следующее благословение. Это не конец вашей истории. Это день, когда страх нехватки начнет умирать, а радость дарения начнет жить в вас. Источник открывается, и он не иссякнет. Я говорил тебе, что этот момент наступит. Ты прошел сквозь тяжесть, сквозь ожидания, сквозь долгие ночи, когда, казалось, ничто не двигалось, и теперь все меняется в одночасье. Все начинается тихо, словно капля на неподвижной воде, но круги уже касаются каждой частички твоей жизни. Ангелы заняли свои места. Уриил здесь, освещая каждую скрытую возможность, когда-то сокрытую во тьме.
Анилу пошел вперед, открывая пути, которые ты никогда бы не нашел сам. Михаил стоит на страже, устраняя все препятствия, осмеливающиеся встать на твоем пути. А Разиэль, хранитель божественных тайн, пишет в самой книге судьбы: «Теперь к нам приходит богатство». Это происходит быстрее, чем вы можете себе представить. Телефонный звонок, которого вы не ждали. Сообщение, которое загорается на экране. Конверт, который вы чуть не отложили, не открывая. Или, может быть, возможность настолько неожиданная и точная, что вы едва успеваете сказать «да», прежде чем она все изменит. Это момент, когда невозможное становится реальностью, не для кого-то другого, не для истории, которую вы услышите в церкви, а для вас здесь и сейчас. Я вижу, как ты отвечаешь на звонок дрожащими руками, твои мысли лихорадочно бьются в голову. Голос на другом конце провода сообщает новость, которую ты никогда не ожидал услышать: долг погашен, платеж одобрен, финансирование выделено. Я вижу, как ты открываешь конверт, и твои глаза расширяются, когда на тебя смотрят цифры, о которых ты и мечтать не смела. Я вижу, как ты смотришь на телефон, снова и снова перечитывая эти слова, потому что не можешь поверить своим глазам. И вы не единственный, кто чувствует перемены. Ваша семья тоже чувствует это. Тяжесть, которую они несли, даже не осознавая, начинает отступать. Вы видите это по их плечам, по их смеху, потому, как они снова начинают строить планы. Вы можете смотреть на них не с молчаливым беспокойством о том, как вы их обеспечите, а со спокойной уверенностью, что все необходимое уже есть. Ваши дети увидят дом, где жива надежда. Ваш партнер почувствует облегчение, зная, что будущее больше не висит на волоске. Ваши родители станут свидетелями восстановления, о котором они когда-то молились, но боялись, что не доживут. Решения, о которых вы так долго мечтали, приходят одно за другим не каплями, а потоком. Просроченные счета, которые когда-то вас преследовали, исчезают со стола. Проекты, которые вы откладывали, потому что денег на них всегда не хватало, внезапно становятся возможными. Возможности, которые вы считали упущенными навсегда, возвращаются к вам, становясь лучше прежних. И все это каждое проявление не случайность, не удача, а божественное провидение. Уриэль зажег светильник, чтобы ты точно знал, куда идти дальше. Анилу расчистил путь, чтобы тебе больше не пришлось продираться сквозь тернии и сопротивление. Михаил уничтожил последнее сопротивление, гарантируя, что твое не будет украдено. А Разиэль запечатал твою новую судьбу в небесных записях, сделав ее незыблемой. Вот почему я сказал тебе не сдаваться. Вот почему я сказал тебе оставаться до конца. Теперь начинается ваше свидетельство. Оно может начаться с чего-то. Незначительного подарочной карты от друга, возврата денег, о котором вы не знали, внезапного предложения работы, но оно будет расти быстро. Одно благословение позовет следующее. Одно пожертвование потянет за собой другое. Поток начался, и цикл не прервется, пока вы сохраняете непоколебимую веру и щедрость. Помните свое обещание – помогать другим, благословлять нуждающихся, поддерживать фонтан открытым. Каждый раз, когда вы исполняете это обещание, ангелы будут снова двигаться, принося больше, умножая то, что у вас уже есть. Я показываю вам, что невозможное – всего лишь слово для тех, кто еще не видел, на что способна вера. Вы стоите перед этим доказательством. То, что невозможно было сделать собственными силами, было достигнуто благодаря вмешательству небес. Двери, которые когда-то насмехались над вами, теперь открыты. Те самые люди, которые отвергли вас, дадут вам то, что вам нужно. Ресурсы, которые, как вы думали, принадлежали только богатым, теперь текут в вашу жизнь.
Но я говорю вам, это не конец вашей истории. Это первая глава вашего изобилия. Если вы продолжите верить, и если вы продолжите говорить, и если вы продолжите жить с верой, богатство придет не один раз, а снова и снова, каждый раз больше предыдущего. Вы не вернетесь к дням нужды, потому что вы перешли в новую реальность. И эту реальность охраняют те самые ангелы, которых я послал вам. Не сомневайтесь. Когда вас позовут, ответьте. Когда придет конверт, откройте его. Когда появится возможность, воспользуйтесь ею. Скорость, с которой придут эти благословения, удивит вас, но вы готовы. Вы были готовы к этому моменту. Теперь я прошу вас закрепить этот период перемен своим собственным заявлением. Напишите его там, где его можно будет увидеть на земле, как это было записано на небесах. Оставьте комментарий ниже со следующими словами: «Я принимаю свое свидетельство». Это не просто для того, чтобы другие могли это прочитать, это знак согласия, публичное подтверждение того, что вы верите и ожидаете чудес, которые уже происходят. Ваша жизнь больше не определяется тем, чего вам не хватает, а тем, что вам дано. Ваша семья больше не будет жить в тени страха, а в свете обеспеченности. Ваши руки больше не будут пустыми. Они будут полны ответов, ресурсов, средств для благословения, превосходящего ваше представление. И каждый раз, рассказывая свою историю, вы будете вспоминать этот момент, день, когда Уриэль осветил путь, Анилу открыл тропу, Михаил устранил преграды, а Разиэль вписал ваше имя в книгу судеб рядом со словом «богатство». Это ваш поворот. Это ваше благословение. Это ваше свидетельство. Теперь примите его полностью, и пусть мир увидит, что происходит, когда невозможное встречается с верой того, кто осмеливается верить. Вы думаете, что перемены занимают годы, но моя рука не движется по часам человеческим. Я не связан вашими сроками. Меньше чем через 24 часа вы увидите, как что-то изменится не по волшебству, не по совпадению, а по божественной справедливости. Я Бог, возвращающий украденное, поднимающий смиренных из праха и сажающий их среди князей. Проклятие нищеты, тяготевшее над вашей семьей на протяжении поколений, теперь сбывается. Там, где руки вашего отца нашли лишь пустоту, ваши найдут пропитание. Там, где ваша мать боялась письма из банка, вы откроете конверт и найдете добрые вести. Это не смутная надежда, это мое обещание. Я не просто накормлю тебя на день, я сделаю тебя свидетельством на годы. Твое имя будут произносить в твоей семье не как предостережение о неудаче, а как живое свидетельство того, что происходит, когда кто-то осмеливается поверить мне. Твои дети увидят разницу. Они будут помнить ночь, когда ты молился, утро, когда ты улыбался по-другому, день, когда все изменилось. Ты больше не будешь рассказывать им истории об одном дне, потому что один день станет этим днем. Я открою двери, которые вы считали запертыми навеки. Долги, не дававшие вам покоя по ночам, начнут растворяться. Неожиданные блага сами попадут к вам в руки, и вы поймете, что это не дело рук человеческих, а милость вашего Бога. Появятся возможности, некоторые маленькие, некоторые больше, чем вы мечтали, и вы будете готовы ими воспользоваться, потому что я готовил вас к ожиданию. Повышение, контракт, списание долгов, телефонный звонок, который переломит ход событий, все это придет не как разрозненные благословения, а как поток. Не думай, что я слеп к твоей борьбе. Я видел, как ты жила впроголодь, чтобы твои дети могли получить больше. Я видел, как по утрам ты шла пешком, а не ехала на автобусе, потому что тебе нужны были эти несколько монет, чтобы растянуть еду. Я видела усталость в твоих глазах, когда ты работала на подработке не ради роскоши, а ради выживания. И я говорю тебе, каждая слеза, пролитая тобой в тайне, была учтена.
Каждый вздох был услышан. Ты не был невидим для меня, и ты не останешься здесь. Но слушайте внимательно, сейчас не время для пассивности. Это час для заявления. Произнесите слова, которые я вам даю, а не слова, которые шепчет страх. Провозгласите, что проклятие нехватки разрушено. Провозгласите, что изобилие грядет. Провозгласите, что я верен и буду обеспечивать вас. Ваши уста станут инструментом, который откроет благословение, уготованное мною. Вера не молчит, она говорит, даже когда банковский счет пуст, даже когда шкаф пуст, даже когда стучит хозяин. Вы будете произносить мои обещания, пока они не станут вашей реальностью. Твоя семья станет свидетелем. Они увидят, как ты перейдешь от счета монет к счету благословений. Они увидят, как твоя жизнь превратится в свидетельство, к которому они смогут прикоснуться. Да, они будут помнить тяжелые дни, но они также будут помнить и тот день, когда ты их пережил. Некоторые поначалу будут сомневаться, пусть сомневаются. Я развею их сомнения своим действием в твоей жизни. Тебе не нужно будет доказывать свою правоту, я буду твоим доказательством. Это не только для твоего утешения, это для моей славы. Я воспользуюсь твоей историей, чтобы зажечь веру в других, кто все еще пребывают в неведении. Сосед, увидев твой внезапный поворот, задаст вопросы. Коллега, знающий твои трудности, заметит перемену. Ты будешь говорить обо мне не как об идее, а как об избавителе. Ты скажешь им, что это была не удача, не мастерство, не милосердие, а Бог. И они поверят, потому что увидят. Это ваш момент. Не упустите его, не заявив о нем. Провозгласите свою веру сейчас. Провозгласите свою победу прежде, чем увидите ее. И когда придет благословение, а оно придет, вернитесь сюда и расскажите миру о том, что я сделал. Ваш комментарий станет камнем памяти, который другие увидят и скажут: если Бог сделал это для них, Он может сделать это и для меня. Свидетельствуйте смело. Не скрывайте свое чудо. Поделитесь им, ибо в вашем свидетельстве заложено семя веры для кого-то другого. А теперь поднимите голову. Ночь почти закончилась. Утро близко. А вместе с ним и ваш прорыв. Оставьте комментарий ниже с вашим заявлением о вере и наблюдайте, как я воплощаю его в жизнь прямо на ваших глазах. Это не конец вашей истории, это глава, где все меняется. Итак, мы подходим к концу этого момента, но это не конец твоей истории. Ты начал этот путь, неся бремя отчаяния, рожденного долгими ночами, счетами, стопками, словно стены, мечтами, которые казались слишком далекими, чтобы к ним прикоснуться. Ты пришел сюда в поисках выхода, но то, что ты нашел, гораздо больше. Истина о том, что Бог, который видит тебя, не забыл тебя ни на мгновение. Эта молитва родилась на почве отчаяния, но она расцветает в свете веры. Она не была создана для королей этого мира или неприкасаемых богачей. Она была создана для тебя, простого человека, который все еще просыпается с верой в то, что завтра может быть лучше матери-одиночки, держащей дом силой, которую мир не видит, измученного работника, который отдает всего себя и все еще верит, что Бог даст. Я повторяю вам, менее чем за 24 часа что-то может кардинально измениться. Не по волшебству, не по прихоти, а по божественной справедливости. Тот же Бог, который слышит плач угнетенных, возвышает смиренных и низвергает гордых, предначертал вашей судьбе поворотный момент. Проклятие бедности, которое тяготило вашу семью на протяжении поколений, может быть разрушено. Жизнь, которую вы считали потерянной, все еще может быть восстановлена. И когда это произойдет, это не будет незаметно, это будет неоспоримо. Те,
кто верят и провозглашают, увидят исполнение обещания. Все начнется с настолько точных знаков, что вы не сможете принять их за совпадение, неожиданное послание, плата, которую вы считали потерянной навсегда, подарок, о котором вы никогда не просили, возможность, которая, кажется, появляется из ниоткуда. Но каждый знак будет представлять собой один и тот же голос, говорящий с вами снова и снова «Я верен». И вы станете живым свидетельством. Не только для друзей и семьи, но и для всех, кто наблюдал за вашими трудностями и задавался вопросом, стоила ли ваша вера того. Они увидят, как преобразится ваша жизнь. Они увидят, как тяжелая тень рассеется. Они увидят изобилие там, где раньше была лишь нужда, мир там, где раньше была лишь тревога, и радость там, где раньше можно было только выжить. Вы станете доказательством того, что Божьи обетования не поэтические иллюзии, а живая реальность. Это не конец. Это начало новой жизни. Вы произнесли молитву. Вы подчинили свое сердце воле небес. Теперь призыв сохранять веру и наблюдать за началом цикла благословений. Будьте открыты к тому, что будет дальше. Поначалу это может быть незначительным, но будет расти, пока не станет больше, чем вы сможете вместить. Я хочу, чтобы вы несли это послание дальше. Поделитесь им с тем, кто, как вы знаете, страдает, с тем, чья надежда угасает. Пусть они услышат то, что услышали вы, чтобы они тоже могли провозгласить и поверить. И не дайте этому моменту померкнуть, пересмотрите его снова, позвольте ему проникнуть в вас, произносите эти слова каждый день, пока не увидите перемены. Если вы верите, что пришло ваше время, если вы готовы увидеть, как божественная справедливость совершится в вашу пользу, я хочу, чтобы вы сделали 3 вещи прямо сейчас. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующее сообщение. Поставьте лайк этому видео в знак согласия и поделитесь им, чтобы другие могли разорвать те же оковы, которые вы разрываете сегодня. А в комментариях напишите эти слова: «Проклятие разрушено, обещание мое». Произнесите это с верой. Запишите это как заявление. Пусть это будет записано не только здесь, но и на небесах. Потому что в этот момент нечто вечное приходит в движение. Цепи падают. Благословение грядет. И ваша жизнь уже никогда не будет прежней.